Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Это канал о вязании крючком. Сегодня свяжем в мастер-классе вот такую вот летнюю накидку. Вяжется она очень легко. Необходимо будет провязать два прямоугольных полотна, и они просто сшиваются посередине и по бокам. Вырез можно сделать любой, какой вы хотите. Вот спереди я сделала побольше, сзади чуть поменьше. Размеры в длину 46 сантиметров, в ширину 48 сантиметров. Вязать будем из пряжи Alize Cotton Gold. Здесь в 100 граммах 330 метров. 55% хлопок, 45% акрил. Цвет данной пряжи 485. Понадобится два таких мотка. Также крючок номер 4 и маркеры. Можно взять любые маркеры, либо использовать просто булавку. С двух мотков у меня осталось немного пряжи. Вязать мы будем по данной схеме. Только первый ряд мы провяжем столбиками с накидом, а далее уже будем вязать по схеме. Это для того, чтобы у нас край проймы был также аккуратный и красивый. Пряжу можно выбрать другую, схожую по метражу, либо любую другую. Тогда ориентируйтесь на длину моей цепочки из воздушных петель и на узор. Если пряжа тоньше, то вам необходимо будет набрать больше воздушных петель. Нам необходимо будет связать вот таких вот два прямоугольника. С первого мотка у меня осталось немного пряжи. Вторую половинку я буду вязать уже с нового мотка. И обычно нить я вытягиваю с центра. Так вязать намного удобнее. Делаем петлю. Провязываем. Это первая воздушная петля. И нам необходимо набрать 193 воздушные петли. Если вы хотите длиннее, либо короче, делайте плюс-минус 4 петли. Петли старайтесь набирать свободно, сильно их не стягивайте. Моя цепочка в длину получилась приблизительно 99 сантиметров в нерастянутом виде. Вот у нас идут косички. Теперь переворачиваем. И здесь у нас идут вот такие вот перемычки. Мы будем заводить сюда крючок и провязывать. Делаем накид и провязываем четвертую петлю от крючка. Отсчитываем перемычки. Вот раз, два, три, четвертую вводим крючок и провязываем столбик с накидом. 2 петли и еще 2. Первые 3 воздушные петли, они будут нам заменять столбик с накидом. Вот эту петлю отметьте маркером, чтобы ее в следующем ряду не потерять. Далее в эту же петлю провязываем еще один столбик с накидом. Далее накид. В следующую перемычку провязываем столбик с накидом. Получается, у нас идет столбик из воздушных петель. Далее идет прибавка 2 столбика с накидом. И в следующую петлю снова столбик с накидом. Одну петлю пропускаем. В следующую провязываем столбик с накидом. В следующую провязываем 2 столбика. Первый и сюда же второй. В следующую столбик с накидом. Провязывая за перемычки, с этой стороны у нас будет оставаться такая вот косичка по краю. Вяжем далее. Снова пропускаем одну петлю, провязываем. Следующую делаем прибавку, провязываем 2 столбика с накидом. И в следующую еще один столбик с накидом.
Снова пропускаем одну петлю и повторяем все точно так же. Вяжем таким образом до конца. В конце осталось 4 петли. Одну пропускаем, в следующую провязываем столбик с накидом. В следующую делаем прибавку. Провязываем 2 столбика. Первый и сюда же второй. И провязываем в конце последний столбик. Это мы провязали первый ряд. Далее в конце делаем одну воздушную петлю, перевернули и будем вязать второй ряд. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Первая, во вторую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Крайнюю петлю отметьте маркером. Вот мы провязали столбик без накида. Далее провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем вот сюда, вот в эту арочку. Заводим крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Далее снова 5 воздушных петель. И соединяем. Таким образом провязываем до конца второй ряд. Провязываю последние 5 воздушных петель. И делаем соединение вот сюда, где у нас установлен маркер. Сюда провязываем столбик без накида. Далее вяжем третий ряд, делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переворачиваем и соединяем вот в эти арки теперь. Также здесь провязываем столбик без накида. Здесь маркером ничего отмечать не надо, так как мы соединение будем делать вот в эту арку. Далее снова набираем 5 воздушных петель и соединяем. В конце третьего ряда, как соединили последнюю арку, набираем 2 воздушные петли, делаем накид и в последнюю петлю, где у нас установлен маркер, провязываем столбик с накидом. В конце третьего ряда делаем одну воздушную петлю, перевернули, провязываем во вторую петлю от крючка столбик без накида и устанавливаем в крайнюю петлю маркер. Далее набираем 3 воздушные петли и соединяем вот в эту арку столбик без накида. Теперь мы провязываем по 3 воздушные петли и делаем соединение.
Таким образом довязываем до конца 4 ряд. В конце 4 ряда провязываем 3 воздушные петли, делаем соединение, столбик без накида. Далее набираем 3 воздушные петли, переворачиваем и вяжем 5 ряд. Вот в эту арку провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, крайнюю петлю отметьте маркером. Второй и третий. Далее теперь в каждую арку провязываем по 4 столбика с накидом. Накид, первый столбик, второй, третий и четвертый. Далее провязываем следующую, также 4 столбика с накидом. Довязываем 5 ряд до конца. В 5 ряду в конце в последнюю арку провязываем 3 столбика с накидом и последний 4 столбик вяжем в последнюю петлю, где установлен маркер. Провязываем 3 столбика с накидом, провязываем последний 4 столбик, вот таким образом мы провязали 5 ряд. Далее ряды повторяются со 2 по 4 ряд. Получается, в конце 5 ряда мы делаем одну воздушную петлю, перевернули, во вторую петлю от крючка вводим крючок и провязываем столбик без накида. Крайние петли отмечайте маркером. И далее вяжем точно так же, как и второй ряд. Провязываем 5 воздушных петель. И делаем соединение между 4 столбиками. Вот сюда. Провязываем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. И между столбиками. Провязываем далее самостоятельно со 2 по 5 ряд. Я провязала всего 29 рядов. Последний ряд у меня столбики с накидом. Когда мы провязываем столбики с накидом, это у нас будет лицевая сторона, а изнаночная сторона выглядит вот таким вот образом. Сшивать мы будем 2 половинки по изнаночной стороне. Сейчас я скажу, какой получился размер. Итак, в ширину она получилась 23 сантиметра и в длину в сложенном виде 46 сантиметров. Значит, всего в длину она у нас 92 сантиметра. Теперь будем сшивать. Складываем вот таким образом одну половинку. Вот у меня кончик нити здесь. Это лицевая сторона. Берем вторую. Также находим, вот она, лицевая сторона, последний ряд. Вот она, изнаночная. И тоже складываем. Здесь и здесь у нас последние ряды. Складываем вот таким образом. И сейчас будем здесь прошивать. Необходимо будет прошить часть половинки. Затем оставить отверстие для головы. И прошить еще вторую часть до конца. Находим на второй половинке крайнюю петлю. Заводим крючок под обе косички.
Вытягиваем и протягиваем через петлю на крючке. Далее у нас здесь с обоих сторон идут косички. Мы будем захватывать только с этой стороны переднюю стенку петли, а с этой стороны заднюю. То есть вот эти стеночки, которые идут внутри, они будут оставаться у нас. Итак, захватываем переднюю. С этой стороны захватываем заднюю стенку петли и провязываем соединительную петлю. Далее снова с этой стороны захватили переднюю, здесь заднюю. Вот я прошила здесь, и у нас вот таким образом выглядит шов с этой стороны. Это лицевая сторона. Это у меня будет перед. Здесь я прошила приблизительно 26 сантиметров. Далее оставляем для горловины. Здесь я отметила около 34 сантиметров. И оставшуюся часть, это у нас будет уже спинка, также необходимо будет прошить. Спинку мы прошиваем точно так же, складываем пополам. Вот у нас есть здесь рабочая нить. И крючком прошиваем, захватывая переднюю и заднюю стенку петли. Здесь мы прошиваем чуть больше, так как спереди у нас вырез будет побольше, сзади уже поменьше. Затем нам необходимо будет сложить ее пополам. Вот таким образом складываем. И здесь точно так же нам необходимо будет соединить две половинки и оставить пройму для рукава. Когда будете оставлять вырез для горловины, пересчитайте, чтобы с этой стороны и со второй стороны у вас совпадало, было одинаковое количество петель. Вот такой вырез получился спереди, и сзади чуть поменьше. И теперь необходимо сшить боковые части. Также складываем, сшиваем по изнаночной стороне. Берем нить. Необходимо найти здесь крайнюю петлю и здесь. Вытягиваем нить. Провязали. И далее точно так же, так как у нас здесь также идут косички с двух сторон, захватываем переднюю стенку петли, а здесь захватываем заднюю. Прошиваем точно так же, оставляем пройму, и у вас получится точно такой же шов. Итак, я соединила боковые части. Вот таким образом выглядит у нас шов. Он точно такой же, как и спереди. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.